На этом месте принято говорить: данное видео – это не медицинская рекомендация, а лишь личное мнение автора. Отлично, но тогда адепты классической медицины обязаны делать симметричный шаг. Излагая свой подход, они должны уточнять, что они предлагают не абсолютную истину, а лишь временный консенсус медицинского сообщества. Ведь официальный подход не единственный, есть другие истинные способы лечения. Согласны вы с ними или нет, нельзя отрицать сам факт их существования. Прятать эти методы от людей значит прямо нарушать право пациента на свободу выбора и полную информацию. Такой дисклеймер от обычных врачей выглядел бы так. Внимание! Все сказанное далее лишь одна из существующих гипотез, одобренная текущим большинством. Настоящее лечение не гарантировано, так как официальная медицина регулярно переписывает собственные протоколы, признавая прошлые методы неэффективными или опасными. Мы транслируем доминирующую в данный момент догму, которая сознательно игнорирует и подавляет любые альтернативные подходы к исцелению человека, независимо от их реальной результативности. Но ограничение выбора существует не только на таком уровне информации, но и через кошелек. Например, у меня принудительно ежемесячно из моей зарплаты вычитают примерно 3000 крон на обязательную медицинскую страховку. Но в случае болезни я не смогу забрать эти деньги, ведь моя страховка не покрывает методы, не одобренные адептами гойской медицины. Меня заставляют платить за чужие догмы, лишая права выбора за мои же деньги. Например, в случае рака в Швеции государство гарантирует химиотерапию по национальным протоколам, но полностью заблокирует услуги натуропата. Финансирование натуропата обязательной страховкой исключено. На сайте официального портала шведского здравоохранения 1177 написано: согласно закону о безопасности пациентов, лечить рак разрешено только лицам с государственным дипломом, врачам-натуропатам так называемая лицензия не требуется. Система законодательно зачистила поле от всех, кто умеет лечить человека. Они высокомерно заявляют о том, что натуропату лицензия не требуется. Конечно, не требуется. Зачем целителю, который смотрит в корень проблемы и восстанавливает весь организм целиком, бумажка от ведомства, которая умеет только вырезать опухоли и заливать людей химией? Система бдит. Не дай бог, вы вылечитесь без ее ведома. Какая забота, если вас отправят на тот свет сертифицированной и оплаченной из ваших налогов химиотерапии? Это научно, законно и безопасно. Умереть правильно по лицензии. Грубая официальная оценка вылеченной химиотерапии 5-10%. Понятное дело, в статистике 5% может считаться погрешностью. Вылеченных может быть и 0. Пойду еще дальше. Химия и биопсия и вызывают рак. В данном обзоре примерно у 2,7% пациентов с раком печени после биопсии было зафиксировано распространение опухоли по ходу иглы. Человеку еще ничего не лечат, но научные статьи уже обсуждают вероятность распространения опухоли после самой процедуры диагностики. Это осложнение не лечения, это осложнение от диагностики. Довольно необычная ситуация. Обычно диагностика нужна для того, чтобы понять масштаб проблемы. А здесь нужно отдельно изучать масштаб проблемы, которую может создать сама диагностика. Чтобы оценить опасность проблемы, нужно пройти через процедуру, опасность которой тоже нужно оценивать. Чтобы оценить риск пожара в доме, нужно сначала внутри развести небольшой или большой костер. Ну и плюс осложнение от самого лечения, это вторичные опухоли. Короче, сначала нужно оценить риск опухоли, потом оценить риск диагностики опухоли, потом оценить риск лечения опухоли и оценить риск опухолей, возникших от лечения опухолей. И это только официально. А если взять реальные риски, то возникнет неловкое ощущение, что опухоль в этой истории была самым безобидным пунктом программы. На каждый риск сверху накладывается еще один риск, потом страховка от риска, потом риск от страховки, потом лечение последствий страховки. Я пас, хотя так никогда и не узнаю, если у меня то, что общепринято называть раком. Поскольку при недомогании я не обращусь к операторам медицинской системы и поэтому проживу без диагноза. Понятное дело, что рак, как и любое другое заболевание, это следствие отравления и загрязнения организма. И нужно вернуть организм в состояние, при котором симптом перестанет быть необходимым. У меня за 41 год не было серьезных недомоганий, но вот 5 срочных шагов, на которые я бы пошла, если бы объявился симптом. Первый шаг очевидный. Раз дело в загрязнении, то нужно убрать любые дополнительные источники этого загрязнения. Пытаться лечить зашлакованное тело таблетками – это как тушить пожар бензином. Прекратить пользоваться всеми покупными шампунями, зубными пастами, магазинными дезодорантами, гелями для душа, токсичными моющими средствами для посуды, фторированными нитями для зубов, кремами с микропластиком. Немедленно перестать ежедневно устраивать своему организму микродозинг яда. Все стерильное безумие
прямиком отправляется на помойку. Туда же летят антибактериальное мыло, свечи из парафина, синтетические стиральные порошки, пластиковые контейнеры, сковородки с тефлоновым покрытием. Ваш дом – это не филиал химзавода. Хватит дышать, мыться и тереть себя тем, что разрушает изнутри. Мы полностью перекрываем этот токсичный кран. Здесь все, что у меня есть из уходовой и декоративной косметики. Эфирное масло в качестве духов, натуральный дезодорант, кокосовое масло как крем. Для зубной пасты смешиваю соду с кокосовым маслом. Оливковое мыло, этичные шампуни, кондиционер, натуральная веганская тушь, 1 лак прозрачный. При раке я бы и этот мой список сократила вдвое. Оставила бы только эфирное масло, кокосовое масло, мыло и самодельную зубную пасту. Если честно, ничего радикального я в этом не вижу, более чем достаточно. Второй шаг из той же серии – убрать все соприкосновение с синтетической дрянью. Одежду носить исключительно натуральную, эко-хлопок, лен, крапива, бамбук. Постельное белье из тех же материалов. Выбросить на помойку все свои высокотехнологичные полиэстеровые шмотки, акриловые свитера, нейлоновое нижнее белье, в которых кожа вздыхается, как в теплице. Хватит упаковывать себя в пластиковые пакеты. Туда же вслед за одеждой летят синтетические матрасы, поролоновые подушки, флисовые пледы. Спальня должна перестать напоминать склад нефтепродуктов. Если организм борется за жизнь, он должен спать на чистом льне, а не на продуктах переработки бензина. У меня до сих пор осталась синтетическая одежда, но мой организм не перегружен тоннами другого системного мусора. Он справляется с редким полиэстером, когда ему не нужно одновременно переваривать аптечную химию, фтор и тефлон. Но если бы замаячил опасный симптом, этот остаток синтетики вылетел бы из моего гардероба в ту же секунду. Когда организм включает аварийный режим, больше нет права на микродозинг яда. Нужно очистить пространство до максимума. Переходим к третьему шагу. Купаться в чистых природных водоемах и реках минимум по часу в день. Речь про дикую воду. Окунаясь в естественный водоем, вы буквально смываете с себя техногенный смог и электромагнитное напряжение. В качестве примера, в Новосибирске это была бы Обь. Адепты официальной медицины тут же закатят глаза и начнут кричать про речные стоки, но они понятия не имеют, как устроена природа. Даже недалеко от мегаполиса мощная живая река постоянно самоочищается за счет течения, донных фильтров и огромного объема воды. Ваше тело создано для взаимодействия с дикой природой. Мощный природный поток своей энергетикой и гидромассажем сделают для ваших клеток за час больше, чем консилиум врачей за месяц. Не дайте антиприродной пропаганде загнать вас в стерильное стойло поликлиники. Плюс к этому час в день дополнительное заземление босиком. Снимите свои резиновые кроссовки и синтетические носки, которые намертво изолируют от земли, и встаньте голыми ногами на живую землю, траву, камни. Человек круглые сутки работает как громоотвод для электромагнитного смога от Wi-Fi, мобильных вышек и гаджетов. Он буквально искрит от переизбытка положительного заряда, который провоцирует хронические воспаления. И только не надо мне сейчас в комментариях про то, где же найти чистую реку и 2 часа времени каждый день на купание и заземление. Народ летит на другой конец света в зарубежную клинику и тратит месяцы своей жизни, чтобы лежать под капельницей с токсичной химией. А выйти к живой воде и заземлиться, сразу занятость – это не отсутствие времени, а арабская привычка перекладывать ответственность на других. Шаг 4 – это полный отказ от любой животной пищи. Ее исключение мгновенно разгрузит ЖКТ и запустит процесс самоочищения. Переход на чистую растительную еду с овощами, зеленью, плодами. Это отключение подпитки для любых воспалительных процессов и опухолей. Хватит превращать свое тело в кладбище и надеяться при этом, что оно будет здоровым. Всю эту священную молочку тоже полностью убрать. Если заливать в себя убойную дозу казеина, тяжелого животного белка, он у взрослого человека превращается в клей и намертво блокирует кишечник, тем самым провоцируя воспаление по всему телу. 5-й финальный шаг – это логическая вершина всего процесса очищения – полное отключение от информационного шума, страхов, диагнозов. Самый страшный токсин, который система вливает ежедневно, это страх. Полный отказ от чтения медицинских форумов, изучения статистики смертности и выслушивания приговоров от людей в белом. Вместо того, чтобы направлять свою энергию на страх перед болезнью, вы направляете ее на абсолютную уверенность в силах своего организма. Вывод до неприличия прост. Спасение утопающих все еще дело рук самих утопающих. Снимите обувь, выйдите из стойла и верните себе свое здоровье сами.